Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 2 января. Поговорим о том, что же за народный праздник нас ожидает, какой церковный праздник нас ожидает, к чему нам стоит готовиться в ближайшее время, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 2 января. Итак, друзья, 2 января православная церковь почитает память Игнатия Богоносца, мужа апостольского священномученика Древней Церкви, третьего епископа Антиохийского после апостола Евода и Петра, ученика Иоанна Богослова. Игнатий появился на свет в Антиохии, а когда он был младенцем, Иисус брал его на руки. После этого случая, по одной из версий, будущий епископ Антиохийский и получил прозвище «Богоносец». Другая версия гласит, что такое прозвище означает «носить божественного духа». О жизни Игнатия известно немного. Он является первым крупным христианским писателем из нееврейской среды и нееврейского происхождения. Так как греческий язык послания его несовершенен, есть предположение, что он был все-таки сирийцем. Игнатий известен как автор 7 дошедших до нас посланий, написанных им в период путешествия под стражей в Рим, где он пострадал за Христа в 107 году. Его бросили на арену ко львам. Еще 2 января почитается память праведного протоиерея и чудотворца Иоанна Краштанского, появившегося на свет 31 октября 1829 года в селе Сура Архангельской губернии в бедной благочестивой семье. Родился, правда, он слабым, поэтому в день рождения его крестили и нарекли в честь преподобного Иоанна Рыльского. Его предки по отцу на протяжении как минимум 350 лет были священниками. С самого детства Иоанн был одержим 2 вещами. Он горячо молился и хотел учиться. В 1839 году он поступил в Архангельское приходское училище, по окончанию которого перешел в Архангельскую духовную семинарию. За успехи в учебе его отправили за казенный счет в Духовную академию в Санкт-Петербурге, которую он окончил со степенью кандидата богословия в 1855 году. Во время учебы Иоанн увидел себя во сне священником, служащим в соборе города Кронштадт. А через несколько дней ему предложили взять в жены дочку настоятеля, служащего в том самом соборе. Иоанн согласился. Согласно житию, супруги приняли на себя подвиг девства. Детей у Иоанна не было. Он воспитывал как своих 2 дочек, сестры жены. Иоанн хотел принять монашество и стать миссионером, чтобы проповедовать христианство, но вскоре понял, что жители столицы знают о Боге не больше, чем дикари. Поэтому решил никуда не уезжать. Его направили в Кронштадт, место высылки многочисленных нищих, асоциальных личностей и чернорабочих. Здесь он посещал местных жителей, утешал больных и бедных, нянчился с детьми брошенных женщин. Он беседовал с людьми, наставлял их на путь истины, помогал деньгами. Иногда доходило до того, что отдавал людям все свое жалование и даже сапоги, возвращаясь домой босым. И люди тянулись к нему. Во время его служения в соборе собирались сотни, а порой даже тысячи прихожан. Это многих удивляло, ведь раньше даже на Пасху храм не заполнялся полностью. Иоанну приходило настолько много писем, что на почте пришлось открыть еще одно отделение. Письма домой святому привозили в бельевых корзинах. Ему жертвовали крупные суммы денег, зная, что он распорядится ими по совести. Иоанн критиковал в то время популярного писателя Льва Толстого и пророчил ему страшные мучения перед смертью. И действительно, сестра Толстого, Льва Толстого, после рассказывала, что он страдал от страшных видений в последние дни перед кончиной. Сам Иоанн скончался 20 декабря 1908 года. На тот момент ему исполнилось 80 лет.
перед смертью несколько лет болел. А на Руси знали, что Игнатий Богоносец помогает людям, которые отступились от православной веры, поэтому молились о них. У святого Игнатия Богоносца просили об удаче в делах и в семейном благополучии. Считается, что святой помогает в учебе и в обретении душевной силы. А вот на Руси этот день называли как Игнатьев день, днем Игната, обереговым днем или день Иоанна Кронштадтского. Считалось, что в это время нужно обязательно позаботиться о своем доме, чтобы защитить его от нечистой силы. Поэтому с этой целью наши предки выходили на улицу с иконами в руках, чтобы обнести их вокруг своего жилья. Считалось, что так можно защитить дом от злых духов и стихийных бедствий, а семью от голода. Верили, что этот ритуал поможет не только защититься от злых духов, но еще от бедности и голода. Дом считали хранителем семейных традиций. Ему кланялись в пояс каждому помещению и сараям, и амбарам, постройкам. Обязательно наши предки высказывали свое почтение. И вы знаете, это вот такой вот ритуал считался своеобразной защитой жилья. Также хорошей традицией в этот день считалось провести это время с семьей. Наши предки говорили, каков Игнат, таким и Август будет. Также на Руси Игнатьев день 2 января называли еще и яблочным днем, потому что в это время полагалось очищать яблоневые деревца от снега, чтобы урожай был хорошим. Погода в это время предсказывала, каким будет август, то таким будет и пора созревания яблок. Также в этот день наши предки уже постепенно готовились к празднованию Рождества Христова. Хозяйки убирали в домах, запасались продуктами к празднику, готовили праздничную одежду. Молодежь и дети учили песни и колядки. 2 января, в день Игнатия, читали специальные магические слова, чтобы в доме царили мир, спокойствие, благополучие, уют, чтобы все беды обходили стороной. Также в этот день обязательно проводили старинный обряд на счастье в доме. На стол ставили корзину, в которой помещали миску с медом, символ сытости и богатства. Также ставили клубок красных ниток. Это знак уюта, и не забывали о головке чеснока, так как это был отпугиватель нечисти, и красное яблоко, которое символизировало семейное счастье. И далее читали такие слова. Корзину счастья поставила, будет дом охранять, от всех горестей защищать. Удачу позовет, мир и покой в семью принесет. Будем жить в радости, забудутся все неприятности. Эта корзинка должна была стоять в углу комнаты, в которой чаще всего собирается вся семья. То есть до 6 января, до рождественского сочельника. Также наши предки уделяли особое внимание народным приметам касательно погоды. Если на Игната стряхивали снег с деревьев и кустарников, и считалось, что чем больше получится стряхнуть снега, тем богаче будет урожай в этом году. А вот если в этот день иней на деревьях, то это к ясной погоде. Звездное небо предвещает богатый урожай. Если синицы громко чирикают, то похолодание будет затяжным. Какая погода 2 января, таким и август будет. Морозно и солнечно, значит ясным и жарким. Слякоть и вьюга к дождям и к холодам. Человек, рожденный 2 января, по знаку зодиака Козерог. Эти люди, как правило, наделены огромной жизненной силой, решительностью и отвагой. Они настойчиво идут к цели и почти всегда добиваются желаемого. Ну а в качестве талисмана им подходит турмалин. Этот камень защищает от неприятностей, порчи из глаза, а также дарит своему владельцу крепкое здоровье и долголетие. Считается, что сны на 2 января, они многоликие. Они могут быть как пустые, в которых нет даже уделять им внимания, так и те, которые означают, куда вам нужно идти и вам стоит меняться. Также в этот день, перед тем, как улечься спать, постарайтесь настроиться на получение во сне озарения или знания. Можете что-либо загадать,
задать или вопрос перед сном. И проснувшись, не забудьте все записать для использования этой информации в дальнейшем. Теперь давайте поговорим о том, что же можно делать 2 января по народным приметам. Вы знаете, в этот день верующие служат молебны святому Игнатию Богоносцу, чтобы домашний очаг миновала стороной беда. Помимо этого, дому нужно обязательно было поклониться и обойти вокруг с иконой. Не лишним в этот день будет встретиться с родственниками за совместной трапезой или хотя бы позвонить по телефону. Кроме того, знающие люди советуют в этот день внимательно прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Их советы могут сослужить хорошую службу в будущем. А еще на Игната рекомендуется избавиться от треснутой посуды, чтобы в течение года избежать любых финансовых затруднений. Также в день Игнатия, 2 января, надо обязательно загадать желание, и чтобы оно исполнилось, завязать на своем личном полотенце узел. После нужно вытираться им в течение 7 дней. Также в этот день нужно как можно чаще здороваться. Согласно народной примете, чем больше сегодня поздороваешься, тем больше себе здоровья и прибавишь. Согласно поверьям, 2 января нужно обязательно обойти трижды вокруг своего дома и трижды поклониться ему. В народе говорили, что почитание своего крова будет замечено святым Игнатием, за что он подарит живущей в доме семье мир и любовь. Теперь давайте поговорим о том, от чего же нельзя было делать 2 января по народным приметам. В день Игнатия нельзя было делать уборку, выметать мусор и после что-либо выбрасывать из дома. Этот запрет был связан с тем, что Игнатий Богоносец, которого чтят в этот день, считается покровителем родного крова. Соответственно, с выброшенным или с выметенным мусором можно было вынести и благополучие из дома. В этот день запрещалось приобретать и новую обувь. Наши предки верили, что таким образом можно лишить себя долголетия. Нельзя 2 января делать предложение о совместном деле. Считалось, что в этот день оно просто-навсего не будет прибыльным. В этот день также воспрещалось ссориться с кем-либо из родных и близких, особенно выясняя отношения на повышенных тонах. Согласно народным приметам, на Игнатия нужно уделять особенное внимание родному дому и людям, с которыми рос и был благословен человек на взрослую жизнь. Если же ослушаться данного запрета, то можно никогда не помириться со своими близкими и родными людьми. По народной примете сегодня нельзя делать пироги с бобовыми, иначе можно все свое добро профукать. Считалось на Руси, что тот, кто на Игнатия поест груздей, будет грустить и тосковать, поэтому блюда с этими грибами 2 января были под особым запретом. Также не запрещалось 2 января брать в долг. Взявший обрекал себя на нищету. Кто на Игнатия пел после заката солнца, мог на всю жизнь остаться с хриплым голосом, а у некоторых он и вовсе пропадал. Также этот день еще имел еще одно интересное название, как День опивок, поскольку, согласно поверью, мать должна была допить за своими детьми любой напиток и считалось, что она таким образом забирает у них болезни. Другим же членам семьи пить за ребенком запрещалось, они, напротив, отбирали у него силу и энергию. Также нельзя выбрасывать волосы с расчески в мусорное ведро, будут иначе выпадать. Лучше их кинуть в поддувало печки, тогда они вырастут здоровыми и густыми. Кто 2 января почешет или погладит черного котика, тот к себе притянет множество проблем. Нейтрализовать действие этой народной приметы мог только рыжий кот, которого нужно было погладить несколько раз против шерсти. Также в этот день ни в коем случае нельзя было ругаться, спорить, что-либо доказывать. Даже если вы не знаете, как вам поступить в той или иной ситуации, будьте сегодня мудрыми, а решение придет буквально через пару дней. Также сегодня не стоит нецензурно выражаться, ругаться, и также будьте сегодня внимательнее и осторожными по отношению к близким и к родным людям.
Вот такой, друзья, у нас с вами день 2 января по народным приметам и по церковному календарю. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.